Всем привет, меня зовут Лена, и в этом видео мы займемся улучшением трекера привычек. Видео подойдет вам, если вы пользуетесь таким трекером, где привычки расположены вертикально и есть свойство Date. В комментариях был задан интересный вопрос о том, как считать выполненную привычку подряд. Как сделать так, чтобы было написано, сколько дней подряд ты следуешь той или иной привычке. Это делается с помощью формулы, которую мы подробно разберем в этом видео. Мы сделаем два варианта отображения для главной страницы трекера и для страницы, которая находится за ее пределами, например, в вашей системе планирования. А вы уже можете выбрать, какой вариант для вас удобен, или оставить оба. Итак, переходим к созданию формулы. На странице вашего трекера создаем новую базу данных. Я буду это делать на странице «Общая статистика», где находятся все оригиналы таблиц. Даем ей два одинаковых названия, например, «Подряд», второе скрываем, колонку «Текст» удаляем. Далее удаляем две строки, а в оставшейся пишем «Выполнено подряд». Теперь нам нужно связать эту таблицу с трекером привычек для того, чтобы в дальнейшем брать из нее данные. Для этого нажимаем на плюс, добавляем свойство Relation и связываемся с трекером. Далее идем в свой трекер. Если связь не появилась, вытягиваем ее из скрытых и далее добавляем связь с каждой датой. У меня здесь стоит фильтр на текущую неделю. Я его сейчас удалю, чтобы мне открылся весь год. Далее нажимаем на первую ячейку, выбираем связь и за уголок ячейки растягиваем ее по всем датам. Когда мы это сделали, возвращаемся вверх таблицы и обратно устанавливаем фильтр. Колонку связи скрываем. Возвращаемся в свежесозданную базу данных и также скрываем колонку связи. По аналогии со статистикой за год, неделю и месяц нам нужно создать колонки для каждой привычки. Только если раньше мы создавали rollup колонки, то сейчас это будут колонки со свойством формула. Итак, нажимаем на плюс и добавляем новую колонку со свойством формула. Даем ей название вашей первой привычки и начинаем работать с формулой. По примеру видно, что на выходе мы получим два вида эмоджи, красный, если нет выполнений подряд, и зеленый, если есть. Далее мы видим название привычки, количество выполнений и склонение слова «раз». Чтобы объединить эти четыре компонента, мы воспользуемся функцией Let's. Она позволяет присваивать значения нескольким переменным, а затем использовать эти переменные в выражении. Функция принимает в себя три аргумента. Первый – это название переменной, второй – значение переменной и третий – выражение, в котором будет использована переменная. То есть мы каждому компоненту формулы дадим название, значение и в конце выведем все это в одно выражение. Итак, приступим. Открываем формулу и вводим функцию Let's. Для удобства отображения переходим на другую строку путем нажатия Shift плюс Enter. План такой. Сначала мы работаем с названием привычки, потом с количеством, далее с эмоджи и в конце сделаем склонение слова. Итак, название привычки. Первым аргументом даем имя переменной, например, habit. А вторым через запятую вводим значение переменной, то есть то, что мы хотим получить на выходе. Нам нужно название привычки, поэтому открываем двойные прямые кавычки, пишем название, двоеточие и пробел. Далее ставим запятую. По идее, здесь должен быть третий аргумент, который нам покажет, что содержит в себе второй, но мы добавим его в самом конце, когда будут готовы все компоненты формулы. Теперь переходим к подсчету выполнения привычки подряд. Здесь нам нужно будет создать необычное условие, но давайте по порядку. Я создам свойство формула в таблице трекера привычек. Оно будет являться примером, но после объяснения и понимания мы перенесем его в свежесозданную базу данных. Поэтому рекомендую создать такую же колонку. Через некоторое время мы скопируем из нее данные и удалим ее. Итак, нам нужно каким-то способом подсчитать выполненные привычки подряд. То есть, если привычка хотя бы один день не выполняется, то подсчет начинается заново. Для этого мы можем представить наши чекбоксы в виде единичек и нулей. 1 – это включенный чекбокс, а 0, соответственно, выключенный.
Чтобы это сделать, нам понадобится оператор if, с помощью которого мы создадим условие. Если привычка равна true, то есть истине, то есть включенному чекбоксу, то пишем 1, в ином случае пишем 0. Хочу обратить ваше внимание на то, что свойство checkbox – это логическое значение, то есть то значение, которое имеет только два состояния – true и false. При использовании его в условии, его состояние по умолчанию будет true, поэтому если мы уберем в формуле знак равенства и true, то формула останется неизменной. Но я верну все назад, потому что так будет наглядно понятней. Теперь, когда мы получили единички и нули, нам нужно отсечь цифры, которые находятся позже текущего дня. Потому что даже если чекбокс будет включен, то для нас этот подсчет не будет иметь никакого смысла, так как привычка на завтра, послезавтра и далее не может быть выполнена сегодня. Чтобы это сделать, нам в условие нужно включить свойство date в текстовом формате, то есть пропущенное через функцию формат date, и сравнить его с сегодняшней датой в таком же формате. То есть формула будет звучать так. Если привычка выполнена и дата меньше либо равна дате сегодня, то мы пишем 1. Если дата больше либо равна дате сегодня, то мы ничего не пишем. В ином случае записываем 0. Как видно, у нас появилось два условия. Соответственно, с новым синтаксисом мы можем вместо двух if использовать один ifs. То есть формула будет выглядеть следующим образом. Теперь, включая и выключая чекбоксы, мы видим, что выключенные от сегодня и позже в результате дают пустую ячейку. Если дата раньше сегодня, дают 0. Включенный чекбокс от сегодня и ранее дает единичку, а от завтра и позже дает пустую ячейку, чтобы не велся подсчет тех дней, которые еще не наступили. Сейчас у нас есть практически готовая формула, но она не будет работать именно в трекере по тому запросу, который нам нужен, а нужна нам сумма единичек подряд. Если бы мы составляли формулу до внедрения нового синтаксиса, то мы бы создали rollup-колонку в новой базе и вытянули бы через нее данные. Но теперь этому варианту есть альтернатива. Это функция map, которая показывает содержимое списка. Проще говоря, у map есть два аргумента, сопоставимых с работой rollup. Первый – это relation с той базы, откуда будем доставать данные, и второй – переменная current, то есть то свойство, список, который мы хотим достать. То есть достань из трекера привычек каждую ячейку определенного свойства. Таким образом, мы получим тот же список, который вытягивали rollup. Как я говорила ранее, с колонкой «Пример» мы работать не будем, но полученную в ней формулу мы внедрим в функцию map, в которой она будет являться вторым аргументом. Итак, давайте создадим еще одно временное свойство формула и вытянем через него данные по первой привычке. Указываем первый аргумент, то есть relation с трекером привычек, ставим точку, добавляем функцию map и в нее копируем формулу с нашей первой привычкой. И сразу видим ошибку. Все потому, что во втором аргументе каждому свойству не хватает переменной current. Поэтому удаляем привычку, пишем current, ставим точку и заново добавляем привычку. То же самое делаем в двух местах со свойством date. Готово. Колонку «Пример» в трекере привычек можно удалить. Теперь нам нужно подсчитать единички, которые находятся за последним нулем. Первым делом мы избавимся от запятых с помощью функции join. Join принимает в себя два аргумента. Первый – это список, второй – строка, то есть тот элемент, который мы хотим вставить между каждым из элементов списка в первом аргументе, то есть между единичками и ноликами. Вторым аргументом в данном случае будет пустое текстовое значение, то есть две двойные прямые кавычки без пробела между ними. Теперь нам нужно отсечь все цифры с последним нулем, и в этом нам поможет функция replace all – заменить все. Функция делает поиск по строке и заменяет все найденные совпадения другой строкой. То есть здесь у нас будет три аргумента. Первый – это наша строка с единичками и нулями. Второй – элемент строки, который мы хотим заменить. Он также может быть представлен регулярным выражением.
И третий аргумент, на что мы хотим заменить. Во втором аргументе мы используем регулярное выражение, которое скажет, что неважно, что там в начале, захвати все до нуля, и его в том числе, и замени третьим аргументом, то есть пустым текстовым значением. Записываем его в формулу и проверяем, как оно отработало. И мы наконец-то получили долгожданные единички. Но то, что они находятся слева, говорит о том, что мы работаем с текстом, а не числами. Поэтому вместо того, чтобы складывать их, мы узнаем длину строки с помощью функции length, которая в данном случае будет равносильна сумме единиц. Готово. Мы сделали подсчет выполненных привычек подряд. Теперь давайте вернемся к нашей оригинальной формуле и запишем это выражение в значение второй переменной. Копируем формулу, идем в свойства первой привычки, даем название второй переменной, например, habit count, и вторым аргументом вставляем готовое выражение. Ставим запятую. И мы уже можем проверить, как работает формула. Для этого достаточно третьим аргументом вывести наши переменные. Идем дальше. Теперь получим эмоджи в зависимости от того, выполнялась ли привычка. Здесь все просто. Мы воспользуемся оператором if, который поможет нам сказать. Если привычка выполнялась один и более раз, то покажи зеленый смайлик. В ином случае покажи красный. Вводим новую переменную и первым аргументом даем ей название, например, эмоджи. Привычку мы посчитали уже в переменной habit count, значит ее название и будем использовать в условии второго аргумента. Записываем и снова ставим запятую. И осталась последняя часть формулы – склонение слова раз. Здесь я не буду останавливаться очень подробно, потому что этой формуле посвящено предыдущее видео. Если вам интересно, то обязательно посмотрите. Но если кратко, для склонения слов после числительных мы используем функцию mod, с помощью которой мы ищем остаток от деления числа на 10 или 100 и используем его в условии. В отличие от большинства слов, которые имеют 3 склонения после числительных, слово «раз» имеет только 2 склонения – «раз» и «раза». Поэтому здесь у нас будет только 2 условия с функцией mod. Открываем формулу и вводим две переменные. Название первой word1, то есть слово 1. Вторым аргументом записываем слово раз, ставим запятую. Вторая переменная word2, ее значением будет слово раза, также ставим запятую. И вводим последнюю переменную, называем ее declension, то есть склонение, или любым другим словом. Вторым аргументом записываем ее значение, то есть условие, которое говорит, что если остаток от деления количества выполненных привычек подряд на 100 больше либо равно 11 и меньше либо равно 14, то пишем слово «раз». Если остаток от деления количества выполненных привычек подряд на 10 больше либо равно 2 и меньше либо равно 4, то пишем слово «раза». В ином случае пишем «раз». Как видно, для количества привычек мы использовали переменную habit count, которая уже в значении несет определенную цифру. А вторым и третьим аргументом мы использовали переменные word1 и word2, так как они несут в себе такие значения, как раз и раза. Еще раз напоминаю, если вы хотите вникнуть в эту часть формулы, то посмотрите предыдущее видео. Итак, записываем это условие вторым аргументом нашей последней переменной и ставим запятую. И теперь все, что нам осталось сделать, это вывести третьим аргументом выражение из переменных. Emoji плюс habit count плюс declension. Количеству, то есть habit count, можно сделать жирный шрифт с помощью функции style. Первая привычка готова. Как быстро сделать подсчет остальных привычек? Дублируем колонку и даем ей имя второй привычки. Затем заходим в формулу. В переменной habit даем название второй привычки, а в переменной habit count также меняем одну привычку на другую. Таким же образом создаем оставшиеся привычки. Готово. Теперь дублируем представление, называем его, например, подряд галерея. Далее layout gallery, card preview, known, card size, small или medium. Возвращаемся назад, properties,
и вытягиваем из скрытых наши колонки с привычками. Расставляем их по нужному для вас порядку. Далее нажимаем на название таблицы Copy Link to View, идем на главную и вставляем ее туда, где она покажется вам уместной. Я размещу ее между трекером и графиком. Готово. И я обещала показать второй вариант отображения на тот случай, если вы пользуетесь трекером где-то за пределами шаблона, например, в вашей системе планирования. Для начала идем в табличное представление базы данных с привычками подряд и дублируем первую привычку. Нам нужно получить только число выполнений подряд, поэтому заходим в формулу и удаляем из нее все, кроме второго аргумента переменной HabitCount. Готово. Теперь нажимаем на название табличного представления, дублируем его и называем, например, подряд число. И скрываем все колонки, кроме числовой. А в предыдущем табличном представлении скрываем числовую колонку. Мы сделали это разделение для того, чтобы не сильно нагружать одно представление. Итак, возвращаемся к числу и повторяем то же самое, что делали ранее. Дублируем колонку с первой привычкой и даем ей имя второй привычки. Затем заходим в формулу и после current еще раз меняем привычку на вторую. Таким образом проходимся по каждой привычке. Готово. Теперь эту числовую информацию нам нужно вытянуть в трекер привычек. Мы могли бы это сделать с помощью Rollup, но путем проб и ошибок выяснилось, что это почему-то очень сильно влияет на производительность. Поэтому мы вытянем эти числа через простую формулу с функцией map, которая, как вы уже знаете, будет являться альтернативой Rollup. Итак, в таблице трекера создаем новую колонку со свойством формула и даем ей имя, сопоставимое названию вашей первой привычки. Заходим в формулу. Обращаемся к связанной базе данных, из которой хотим вытянуть информацию, то есть подряд.map. И в скобках вторым аргументом указываем текущее свойство, которое мы хотим достать, то есть первую числовую привычку. Готово. Далее нажимаем на название привычки, Edit Property и устанавливаем индикатор прогресса в виде полосы. Чуть ниже можно поменять цвет и выбрать число, до которого будет происходить полное заполнение индикатора. Теперь дублируем колонку, даем ей имя, сопоставимое с названием второй привычки. Заходим в формулу и меняем первую числовую привычку на вторую. Таким же образом создаем оставшиеся привычки. Далее скрываем их. И теперь, если вам необходимо вынести трекер на отдельную страницу, то нажимаем на название Copy Link to View, идем на нужную страницу и вставляем на нее трекер. Далее заходим в фильтр и ставим фильтрацию по сегодняшнему дню. Далее 3 точки, Layout, Gallery, Card Preview, Known, Card Size, Medium или Small. Возвращаемся назад и вытягиваем из скрытых по два вида одной привычки – чекбокс и свежесозданную формулу. Далее расставляем все в логичном для вас порядке. Представление готово. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. И если видео было для вас полезным, то всегда рада вашему отзыву, лайку и подписке. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!